Здравствуй, Виктория. Как Привет. дела? Хорошо. Ты что, продолжим? Продолжим. Ну вот посмотрим мой сон, который я видела несколько дней назад. Мгм. Сон с огромными деревьями. И что самое интересное, на земле лежали листья огромных размеров. Они были как каменные. И какой-то механизм их собирал, перерабатывал. И такая штука, и там это все выходил песок. Я смотрела, что это, только подумала, а это песок мне идет. Вот. Мгм. Хорошо, давай посмотрим, что это было. Идем, зайдем в мой сон, посмотрим. Мгм. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Я вижу черная земля, и как будто бы вот так там котлован такой. А здесь как какая-то девочка спрашивает, кто это все сделал. И такой ветер сильный, и какая-то черная фигура прямо с ветром прилетела, ухватила эту девочку за руку и как ветром снесло ее, да. Мгм. Мгм. Посмотри, Виктория, что это за девочка? Сейчас я вернусь обратно. Мгм. Еще перед тем, как это все произошло, вот вижу, что это. О, а это я. Мгм. Вот я такая, как я в детстве была. Вот когда мы в Крыму жили, Мгм. лет 5, я вижу. Девочка там. Мгм. Что за котлован, на который она смотрит? Что это за... Вот эта девочка, она показывает на приближающуюся, потому что я промотала обратно, Мгм. до того момента, как появилась эта черная фигура. Вижу, она показывает на этот котлован, на эту черную фигуру, которая приближается. А эта черная фигура очень большая. И я вижу, что это как демон, и он точно такой же, как этот котлован черный. То есть он сливается, эта фигура, с этим котлованом. Какой-то котлован на земле. Я на этот котлован показываю. И М. м, о, вижу, что этот котлован и образовался, вот в результате вижу, летит красная, как огненный шар такой. Вот так летит. Мгм. А что было на этом месте до того, как этот шар прилетел? М, Был большой город. Мгм. Был Так. город большой. Мгм. А что это за город, Виктория? Как он называется или где он находится? Находился? Он называется как-то Сибирская степь. Мгм. Но там Так. такой город огромный. Мгм. Или сеть сибирская. Сейчас я посмотрю. Смотри, Виктория. Слушай. Мгм. А, вот это сибирская звучит четко, а вот это другое слово. Мгм. А где этот находился этот город на земном шаре? Где сейчас это место, как мы его знаем? Я слышу Якутия. Вот так вот там. Мгм.
Так. А посмотри, Виктория, на этот город. Какие там дома, что он из себя представляет? Вот я зашла в какое-то пространство, оно такое, как замороженное, как будто лед такой везде. И вот Мгм. эта маленькая девочка, и взял эту девочку кто-то, я слышу титан, он взял и посадил вот так на плечо и несет по этому городу, показывает. Я слышу колоннада Мгм. и вижу такие дома стоят с такими колоннами. Мгм. А что это, Виктория, за титан, который посадил эту девочку на плечи? Он вот меня так спустил и говорит, что он живет, что он якут, в Якутии живет. М. Смеется, такой интересный. Он М. говорит, что он застыл и показал такой ледник, и он там лежит. Говорит, усопший. Мгм. У него кудри такие светлые на голове. Но глаза не раскосые. По-моему, у якутов глаза такие раскосые. А он смеется и вот так вот глаза себе вот так растянул. И когда говорил, что он якут. Мгм. И показывает, что он усопший в леднике. И показывает, что он там умер. Он говорит, когда пришла ересь. Мгм. Это ересь как-то связана с этим красным огненным шаром, который прилетел на этот город? Да, он говорит, что... Ну, и я вижу, что эта штука, слышу ядерный удар. Он говорит, что он убил нас. Говорит, он. М. Так, а кто это он? Он Или... показывает на Мгм. этого черного духа. И этот черный дух, он вот так стоял вот со стороны сектора магии. А когда этот а, Атлант, Атлант или М. Титан, он показал, то этот дух черный вот так уменьшился и куда-то вошел. Вот так землю обошел вокруг, ну вот так как бы обогнул Мгм. землю. И вот там, где я слышу Сахара, вот так вот зашел туда. Мгм. Сейчас я посмотрю, куда он зашел. Мгм. Там тоже большой город. О, вот оно что. А вот на берегу Атлантического океана. Океан. Вижу, М. как волны так бьются, а берег, на береге, на берегу стоит э, э, ну, такое вот укрепление, и большой маяк стоит. Мгм. И вот идет человек большой, но люди какие-то очень большие, ростом большие, метра 5 или 6. Сейчас я померяю. Мгм. Да, 5 метров приблизительно. 5, вот я посчитала. И вот Мгм. он идет такими большими шагами, как будто бы и отмеряет землю. И вот встал
Так. А там такое, как говорит он, город из стекла. И посредине такая, как пирамида стеклянная, большая. А Мгм. город красивый такой. Почему-то как считается, как будто из стекла. Кремний этот, или как там этот химический элемент. Ам, Вот он, М, это пирамида какая-то стоит посредине, мгм. и Так, такие какие-то кольца. Кольца. А, вот это решат. Вот оно что. Сейчас там вот это решат. это вот этот Он глаз стоит. Сахары? Да, Мгм. Сахара. Так. И он говорит, что пока, что вот это идет, говорит, пришли анты, как-то из М, Андов, Анды, м. Анды или Анты. Анты. М, Ну, ты это ж одно и тот же звук. мгм. Вот, и показывает, как из американского материка. Но они не приплыли, а как будто бы на летающих тарелках прилетели. Мгм. Какие-то летательные такие аппараты, и они так шух-шух-шух-шух, один за другим прилетели. Так. А вот этот, кто тебе показывает, это именно вот этот, это тот же город, о котором говорилось, который погиб? Ну, он не показывает вот этот, ам, он лежит там замороженный Мгм. в этом леднике. Вот я вижу его вот так ледник, а если посмотреть, то вот я на него смотрю, как будто бы а, с головы. Он говорит, что его ученые еще не нашли, Мгм. но как будто бы должны найти. Там вот эти, он показывает, ну, я так говорю, он показывает, ну, мне так почему-то, ну, я не вижу, чтобы он показывал, но я просто как будто вот летаю в этом пространстве и вижу, как выпасаются такие большие вот мамонты, лохматые почему-то. Мгм. Да, они такие лохматые. Зачем есть столько шерсти? И они выпасаются на красивых лугах, а потом видят, как летит эта штука. Она М. внезапно прилетела. Оно вот Так. считывается геноцид. Мгм. То есть уничтожение. Была цель уничтожить. И опять якутская цепь какая-то. Не сеть, а цепь. Так, а Как вот будто это бы то, что... цепочка каких-то городов. Мгм. А то, что вот это прилетело, это что вообще? Бомба или что это такое? Это какой-то луч, и он как-то вот так прилетел, вот где вот этот глаз Сахары, где эта пирамида стоит какая-то стеклянная. Мгм. Вот она как-то обогнула Землю, вот так, с этой стороны. Почему-то с этой стороны. Ну, я так думаю, что, наверное, ближе было бы вот так ударить, но эта штука как-то черный след, и она вот так вот летит. М. Так. Оно, да. А откуда луч этот возник? Откуда он? Я вижу, что это какой-то как летательный аппарат огромный военный. Он висит в воздухе. Мгм. Так. А кто хозяин этого аппарата?
Ам, Приказываю хозяину этого аппарата проявить согласно его физическому ДНК. Там какой-то отсек. Сейчас я посмотрю. Мгм. Так, появляется, я вижу, как будто бы какое-то существо большое закатывает рукава, руки человеческие, Мгм. а морда нет, как будто бы звериная, Мгм. какая-то странная. Так, я приказываю ему отвечать, кто он. Приказываю этой сущности убрать иллюзии, отвечать истину, кто он такой. Слышу Карфаген, и звучало слово Сириус. М. И слышу, как они говорят между собой. И они вот эту девочку маленькую, которая там ходит, почему маленькая девочка там ходит? М, Так. Вот оно что. Вот именно мне было лет 5. Мы жили в Мгм. Крыму. Папа военный был. На этой базе работал, ну, этот аэродром подземный, который Мгм. сейчас русские захватили. Так. И мы пошли гулять в поле, потому что мы в степи жили. Там такая была, вот, мне идет база. Ну, там Мгм. семьи жили военных. И э, я это недавно тоже вспомнила этот момент почему-то. Короче, там мы шли, и я увидела такие овраги. Прямо я увидела, как вода разрывает землю и делает эти овраги. И Мгм. я вижу, что э, в этом моменте я как будто бы, ну, я задавалась вопросом, откуда это и что это такое произошло, потому что там четко было видно, и я маме пришла и рассказывала, что я видела такие. И я вижу, что вот эта часть сознания моя как будто бы осталась. Я слышу часть планетарного сознания. То есть мое внимание там как бы осталось, и вот эта девочка, она так все время вот и искала ответы на этот вопрос. Мгм. Так, и это как-то связано с этим ударом по тому городу древнему? Да, и я вижу, что вот эта маленькая девочка, она как будто бы с этого корабля ее как заморозили и вышвырнули с этого корабля, вот этот, который считывается как Сириус. М. Так. Сириус, и что я вижу, что я своим вниманием растопила лед и эту девочку, и опять я как будто бы на этом корабле. И я вижу, что это похоже на такой длинный самолет. Я села в кресло, Мгм. и я одела такую, как камуфляж, я слышу невидимку. То есть так Мгм. шух, и вот так, такое возле меня поле защитное маленькое. Ну, возле этой девочки. Мгм. И я смотрю, а там такие существа появляются большие. Ам, Они рептильного вида, такие огромные, вот похожие, как захватчики из «Пятого элемента». М. Зубастые мангалоры такие противные.
Да, и они такие, воины. знаешь, как энергия у них, а, как, сейчас я считаю. Там идет, что 4% человеческого ДНК, и сразу я вижу, а, как акт сотворения а, Их существ. этих существ, да. Они наполовину тела их тонкие. М. А, они как будто путешественники между измерениями. У них другие тела, не такие плотные, как у человека. М. Они проникают, я слышу, в мысли. Они, я слышу, настраивают землян друг против друга. А как они это делают? Каким образом они... Это буквально так выглядит, как будто они в голове человека, как в компьютере, подключаются. Мгм. Я сейчас посмотрю, к чему они подключаются. Мгм. К агрессии, к агрессивным. Вот они ищут зацепки, моменты агрессии, слабости, я слышу. Когда человек не контролирует свое я, Мгм. идет как бы на поводу своего эго. Вот, ну, разные. Вот я вижу Мгм. и жадность тут же, вот эти, слышу, злопыхатели, да, вот мне это интересно, никогда не думала, а оно вот как будто бы злато собирают и пыхтят над златом. М. Вот. То есть вот эти существа, они используют слабости человека и насильно вторгают ихние какие-то воздействия. Да, но вот и они, сейчас я посмотрю, есть ли они сейчас в нашем пространстве. Вот, и я зашла в тот сон, который я видела сегодня, а потом я его сразу забыла, а сейчас я опять в него зашла. И я вижу, что я слышу, это кульминация, и вижу, как вся Солнечная система, как будто бы ее в мешок кто-то взял. Я это видела во сне, закрыл. И вот эта сущность, кто она такое, вот это? Мгм. Из Что сектора это? магии он. Оно считывается абсурд, деменция, то есть вот эти энергии, Мгм. вот упадок, культ насилия. Вот они в секторе магии. И Так, вижу, это... что человек там сидит и как будто бы добывает каким-то... М. Культ магов. Вот эти люди, они взяли под контроль, я слышу, расщепили атом. Но не так, как сейчас это делают. Сейчас это делают вот эти ракеты, они М. считываются как кастрюли, которые носят в себе этот ядерный заряд. А тогда они делали, я вижу, как-то по-другому. Это просто шло вот так, как в трубе, в такой черной, энергетической, вот этот луч. То есть они М. управляли реальностью силой мысли. Мгм. И Так. строили точно так же. Вот они выстраивали города. Вот этот человек, который там лежит во льдах, Мгм. вот он показывает, как он это делал. Вот он лежит и так воображает, вот как мы на своем внутреннем экране визуализируем. То он вот так смотрит, и я вижу, как вдруг
Это здание большое такое с такими вот колоннами. Колонна. Оно строится сразу, и сразу же вот эти все узоры делаются или рисунки, и там нарисованы такие м, картины, как лес, в лесу олени, разные звери, птицы. Вот это нарисовано на потолке. Мгм. Не Так, как а вот сейчас рисуют людей. мгм. А вот эти захватчики или кто Солнечную систему закрыл мешок. Да, Сириус. Мгм. А как это закрыли они в мешок? Что это за мешок такой? Я слышу плюмбум. Я трогаю его. Это как вот этот цинк, М. вот, Свинец? свинец, плюмбум я Люмбум? слышу. Мгм. Да, свинец вот этот. Они тоже как будто бы из свинца, только они такие, как жидкие эти. Как ртуть? Ну, Как жидкий металл? ну вот это оно, сейчас это как, ну, я смотрю, ну, я в эфирном плане, мне слов не хватает. Я вот вижу этот образ, но Мгм. считывается как мешок. И вот эти сказки, которые были, что украли солнце, крокодил проглотил, или там кто-то украл, унес в мешке, это вот эта метафора идет. Метафора. Мгм. А это карантин. Мгм. Это как и опять то, что я ну, это был не сон, но там, где я помню, что я летала, да, утром в Мгм. этих пространствах, оно считывается как заболевшая цивилизация, и вот она прогнившее общество. Мгм. Считываются людоеды. И почему-то людоеды, на людоедов они не похожи на очень даже развитую расу. Мгм. И вот я вижу, ходит по этому городу, где око Сахары, ходит такой грустный и гнусный, считывается. И вот так бороду поддерживает рукой в таком белом каком-то палантине с золотыми такими вот узорами, как вот эти такие Мгм. узоры. И он ходит, а у него на голове, где седьмая чакра, такой вот это вихрь крутится черный, и плащ, и такая энергия черная тянется. И он там поэтому, как наверху этой башни стеклянной, вот так как обзорная такая площадка, он там ходит и думает. И вот он считывается как людоед, и он думает о месте, и вот в его голове я вижу эти мамонты, М. которые пасутся на лугу. Ой, там так интересно. И такие пальмы высокие, и трава такая высокая-высокая. И там ходят, там дальше горы такие, и такая равнина. И они тут ходят и пасутся, выпасаются. И я там хожу, маленькая вот эта девочка. Мгм. Так. Ну, хорошо. Виктория, ты говорила, что вот когда взяли мешок этой Солнечной системы, это кульминация. Что обозначает кульминация? Что это такое? Я вижу, вот так вот идет, так чих, чих,
Вот как будто бы чьи-то руки и вот так закрываются. Чух-чух-чух. Я слышу, что небесные врата закрыты. Мгм. А что это за небесные врата? О, я вижу вот этот человек, который лежал и своей визуализацией строил эм, этот храм какой-то, ну, Мгм. дом. Мгм. Он вдруг Так. осознает, что он а, э, ничего не может сделать. У него пропало это. Мгм. Его сила пропала. Да, и я слышу слово дискуссия. Мгм. А что это за дискуссия? А, М. вот, начинается вот эта дискуссия между этими людьми, которые вот там живут в Сибири, и теми, которые вот там живут, где Ирак, Сахара? Сахара, вот там вот. Мгм. С этими колдунами, которые там, вот с этим в палантине, я таки слышу палантин. Мгм. Вот, не знаю, что это такое палантин, мне слово идет, и я вижу, что такая вот как накидка Одежда такая, длинная. Мгм. да. Так, и вот, значит, вот этот сибиряк, то есть этот человек, который лежит и... Кудрявый он, да, Ага, с кудря, кудрями, кудрявый, кудря. Мгм. И такой он, большой. и он дискутирует с этими колдунами. М. Да, я вижу, что вот он сидит, как вот эта статуя, знаешь, есть, М. М. задумался. Да. Вот. И я слышу слово дискуссия. Он Мгм. начинает искать ответы. Я слышу в небесах. Он начинает искать ошибки ну, как бы в себе. Мгм. Почему? Он ищет ошибки. Вот эта дискуссия, это вот как это вот, знаешь, как дискуссия и с абьюзером. Когда говоришь с абьюзером, вот почему он шел людоед, да? То есть Мгм. он в своих же грехах э, виноватит собеседника и переваливает на него вину. И я вижу, что вот этот кудрявый человек, вот он как бы попался на эту ловушку, и он начал искать изъян в себе вместо того, чтобы разоблачить эту вот то, что мне шло, вот эта ложь, да, со Мгм. стороны этих колдунов. И вдруг эта маленькая девочка начинает таким, как будто бы этот лед, где этот замороженный человек, вот вырубать, как Раскалывает. Мгм. раскалывая вот так, чтобы его там добыть. Почему-то я вот так делаю. Это сейчас я посмотрю. Мгм. Я стою и говорю, он должен вспомнить, почему он. Мгм. Спроси у себя, что ты хочешь сделать. То есть, что ты делаешь? Он называется, имя у него такое интересное, у этого человека. Так. Ясень. Мгм. Ясень. Да. И что он должен вспомнить? Я слышу момент конфликта. Мгм. Это вот эта дискуссия, которая была. Да, да, да. Мгм. И что произошло в этой дискуссии? Давай посмотрим это событие. Сейчас я ему как будто бы чем-то горячим лью на голову. Там есть замороженный, я слышу, конфликт.
я когда размораживаю его, этого ясеня, я Мгм. вижу, что там есть замороженный конфликт, вот, а я как будто бы кипятком на это лью. Мгм. Вот сейчас я Что? полностью разморожу эту ситуацию, и я вот вижу, что к этому ясеню пришел слуга, какой-то Мгм. человек, и глаза у него знакомые, Мгм. такие Читаю. черные, как Мгм. бусинки, и он такой весь увилистый, хитрый такой, Читай и в эфирное черном ДНК. Кто палантине. это такой? Вот эта черная энергия, которая в нем, считывается князь тьмы. Мгм. Князь тьмы Так. имеет отношение вот к этой тарелке, летающей из Сириуса. Мгм. Но он как человек. Сейчас я посмотрю, как он выглядит. Мгм. Посмотри, Виктория. Он тоже большого роста, Мгм. но эфирная ДНК вот этого монстра такого. Мгм. А этот ясень спрашивает его, кто ты такой? И я вижу, что когда этот человек пришел, этот слуга, то с ним как будто бы такая тьма пришла. И между этим ясенем, ясень, он ясный такой, вот Мгм. как такая, ну, как из другого пространства. Так. И что этот ответил, слуга, на вопрос, кто он такой? Он показывает пальцем на этого, который ходит на этой башне стеклянной. Мгм. Он его Зевсом называет. М. Понятно. А, этот Зевс, он тоже а, на самом деле он вот этот тоже как будто бы имеет вид человеческий, М. а ДНК вот это странное такое, как гусеница. Вот как гусеница, знаешь, Мгм. вдруг превращается в бабочку. Вот точно так же вот этот Зевс, он то ли получеловек, но у него человеческого там 4%, а все остальное это генетическая мутация. И вот они как бы контроль над землей имеет вот этот. Мгм. А кто этот Зевс сейчас? Знаем ли мы его? Кто он такой? Если его воплощенная часть, Мгм. я Да. вижу, что э, в эфирном плане он распорошен вот так, считывается в головах людей, предводителей Мгм. каких-то. И один какой-то вот, как будто бы в секторе магии. Сейчас какая-то М. шапочка черная. Мгм. Слышу писарь. Ам, Мгм. Переписать, переписать Наш историю. наш знакомый. Я М. сейчас посмотрю. Да, это вот Тарас. Это он. Мгм. То есть в нем В нем какая-то есть его часть. ДНК. Да. Мгм. Вот. Вот это, что я слышала, что ересь, да? Мгм. Вот это ересь.
Так, а что произошло? Что за дискуссия была между Зевсом и Ясенем? Почему так говорит этот Зевс через этого слугу, что говорит ему, ты должен показать историю. Мгм. Какую-то историю. Прошлое. Это он Ясеню говорит? Ясеню говорит. Мгм. А этот ясень говорит, я вижу, что мир тогда был разделен. Ясень говорит, что вот так вот, мой мир, говорит, разделен. И показывает, что вот так, где атмосфера Земли, и вот так где-то вот почти до экватора, вот европейскую всю часть показывает и говорит, что здесь живут, говорит, люди, боги. Мгм. И показывает, ну, оно такое, знаешь, вот так как атмосфера, вот так, и эта энергия светлая. Вот, и там в этих домах красивых люди рисуют животных, то есть такая мирная атмосфера. Они тучки рисуют, животных, птицы. То есть они какие-то сильные, но такие мирные. Мгм. А вот этот какой-то злой и такая черная энергия. И вижу, что нижнее полушарие планеты, оно вот так вот тоже такая же энергия, она только черная, магическая. Считывается как, опять слышу по-украински, людожеры. Мгм. И я вижу, я подумала, почему людожеры, и вдруг увидела, что там в Африке вот эти люди живут, дикие племена. Они Мгм. считываются пришельцы, вот эти, которые племена до сих пор там они живут. Странные такие, у них ритуалы там, разукрашивают тело, и они какие-то считываются как дикие. Мгм. У них животное считывается, животная душа. То есть у них как нет духа, как будто. Мгм. Так, и что происходит между этим Ясенем и Зевсом? Что за Я история? вижу, Мгм. что ясень отодвигает вот так это какое-то предложение. Он говорит, что мы живем в своем мире, но Мгм. в то же время он начал, я слышу, а, копаться в себе. Почему? Вот этот М. слуга, который пришел, он оставил какую-то вот это, как оно выглядит как маленькая батарейка, которую вставляют там часы или куда-то, кругленькая такая. Мгм. Вот сейчас я посмотрю, что это. Это такая черная энергия, считывается сомнение в себе. Вот почему он начал искать изъян в своем воображении, то есть сам в себе. Он в себе засомневался. М. Так, И и это, что с ним произошло, когда он засомневался? ну, я вижу, что стоят люди, животные, люди, и смотрят, как эта а, штука красная летит. И Мгм. вот она буквально испепелила, эта штука испепелила.
Ну как это М. возможно, чтобы одна бомба вот так уничтожила, я слышу, цепь городов. И там какая-то еще цепь. Что за Мгм. цепь? Какие-то, я слышу, гроты. Я вижу, что укрепленная какая-то оборонительная стена стояла. Как будто бы такие скалы большие. Мгм. И они тоже разрушены. Я вижу, что эти люди, они как бы долгое время сожительствовали с этой расой пришельцев. Мгм. И вот они как бы из Сириуса пришли. Я слышу Сириус. Мгм. То есть вот это его сомнение привело к тому, что они нанесли этот удар? Да, как-то вот эта батарейка сыграла роль. Она считывается лазейка, вот как будто бы в эту лазейку, знаешь, как вставили такое и расчехлили пространство. Так. Сейчас я его с ним Мгм. поговорю. Это, Мгм. вероятно, какой-то контракт Мгм. этого ясеня. То есть это как ясень, я так предполагаю, что в символическом Что? понимании представляет всю эту человеческую расу богов. Мгм. Вот. А вот этот, все эти, оно считывается южные племена. Мгм. Так. Спроси у него, есть ли у него контракт с этими представителями Сириуса. Или- А ясень говорит, что он не может вспомнить. Мгм. И я вижу сейчас, как его память, а это же пространство, энергетическое пространство эфирное. Вот так оно утекло, и вот этот монстр, Люцифер этот, эта энергия его считывается, князь, он захватил власть над планетой нашей. Вот он М. как в мешок эту его память, и она сияет вся, а внутри вот это считывается, лежит клоака. Вот эта батарейка, которая заряжена вот этим. Сейчас я посмотрю, Мгм. какая информация в этой батарейке находится. Смотри, Виктория, что это? Там звучит вот эти слова, говорят обвинение на этого ясеня, что ты сам принял решение убить свой народ и себя. И вижу, как это разрешение, это контракт. И как Мгм. по этому контракту такая глыба ледяная и этого ясеня, это царь народов севера. И вот так его шух, знаешь, как в морге М. или вот так запихивает, Задвинули в шкаф задвинули, да, вот холодильный. так его задвинули. Вот. Мгм. И я ему говорю, что в нем есть искра жизни, божественная искра. Они заставили его сомневаться в себе, и вот у него как будто бы такие черные слезы, но это не его. Они перебросили карму на него. Мгм. А я сейчас зайду в тот момент, когда он стоит и смотрит на эту, Этого слугу или на кого? ну, на эту бомбу, которая летит, на этот А. луч Мгм. ядерный. Вот, и я говорю, что это он царь народа, и он сейчас может отменить тот момент. И вот он быстренько, вижу, вот он сидел перед ну, как перед картой,
и начинает искать что-то на карте. И он выколупывает эту батарейку и вставляет вот в глаз, как в третий глаз этому, ой, колдун, а он с такой, с чепчиком колдовским, с таким, Мгм. и с бородой. Как вот этот гном, как в этом Черномор. как Черномор, да, вот он, Мгм. вот этот колдун, это, это магия, так символизируется вот это магическое мышление, это альтернативная Путь ветка, развития. Мгм. да, который приводит к смерти. То есть это не вот магический путь. И вот этот колдун, Мгм. вот, вот он, в эфирном Что? плане, он вот как будто бы с одним глазом, Циклоп? как циклоп, да. Мгм. О, Илья, Илья. это он был. И он Мгм. берет под руку этого писаря, то есть это так вот связано в эфирном пространстве. Берет Мгм. и говорит, что его услуги больше не нужны. Мгм. Называет этого писаря предателем, э, ругаются. Он говорит, этот колдун, что его тайны разоблачены, что, Мгм. говорит, ты ничего не можешь. Называет его пацаном, М. ну, типа как-то пренебрежительно, и бьет этой книгой ему по голове. Сейчас я заморожу эту ситуацию, посмотри, что это за сияющая книга. Потому что вот эта черная энергия осталась на этом писаре, а сияющую из этой книги, с этой истории, он как-то утащил, этот колдун. Мгм. Я ему приказываю разделить энергии и сияющие энергии. И вот они выплывают, эти сияющие энергии. И это как то сияние, которое, когда солнце светит, остается за тучками, которые мы не видим. Мы видим тень, а свет за тучами. И вот этот свет, он вот как баталь на картине собрался вот там. Это считывается истина. И вот этот колдун говорит, что этот писарь оставил слишком много правды, истины. Мгм. Так. Этот, ну вот мне идет Тарас, показывает на эту девочку, на меня, и говорит, что это все из-за меня, из-за нее, говорит, показывает так пальцем, и Что именно? говорит, это она разоблачила всю нашу ересь. Вот он так говорит. А что Мгм. вообще такое ересь? Что это ересь? Я вижу, идет такой, как будто бы вот кто-то закидывает удочки вот на эти тучки, где там сияние, вот это истина, да, М. закидывает и ворует эту энергию. И я слышу переписывание истории, забвение. Мгм. Так, а ересь, что это именно вот эта пропаганда, ложь? Что именно является ересью? Вот эта энергия, которая вот с этих южных широт. То есть Мгм. вот это все, оно как считывается как отступить. Отступить, то есть как отступничество, только ересью называют, темные называют ересью, наоборот,
те, кто М. говорит правду, да? Мгм. То есть они все перевернули. Ну, ересь или в церкви называют ересь, политики это говорят как иноагенты. Но вот это как раз они и есть ересь, то есть это отступничество от истины, искажение истины. И Мгм. это вот этот альтернативный магический путь, где вот это насилие, ложь, вот это считывается как ересь. Мгм. Паразитические методы. Паразитические магические методы, да. Мгм. Так. И что вот этот ясень, он Он хочет? говорит, вдруг говорит, я вспомнил. Он говорит, Мгм. я вспомнил, они пришли, говорит, по мою душу. И показывает, что у него вот так, где в сердце, вот такой идет как портал. Мгм. И говорит, что они украли мой разум. Ну, вот так как бы из сердца разум украли. Вот. Мгм. И опять я вижу вот как будто в мешке вот его эта память, эта энергия. И вдруг вот эта таблеточка, вот эта батарейка начала ломаться. Она начала вот так вот дрожать. Мгм. И внутри эти пружинки, это все начинает взламываться. А ясень говорит, опять меня подхватил на плечо, посадил и говорит, я вспомнил, и так радуется, и как будто бы быстро-быстро так идет, и такой свет вот в сторону Первотворца, вот сюда он идет, он говорит, что он вспомнил о какой-то кладовой. И вот Мгм. там он достает и говорит контракт с писарем. Мгм. Так. И он показывает, как он рассказывает этому пришельцу историю по доброте душевной. Вот я Мгм. смотрю на этого ясеня, и вот сразу же мне шло, это как мой отец, который меня воспитал. Вот это его энергия, это он. Мгм. Вот почему он меня подхватывал на плечо, потому что а, а, вот я вижу лицо моего отца. И он Мгм. говорит, я служил тебе. Он мне говорит, что он служил мне. И показывает, как он мне краски покупал, как он меня сильной делал. Потому что он военный, а я такая была... Он меня пацанкой и называл. Я ему была как сын. Он Мгм. меня учил там акробатике, на голове стоять. Там, ну, вот он прививал вот это мужество, которое вот мне помогает по жизни. Это смелость, это все. И развивать творчество. И он говорит, что он мне служил для того, чтобы, говорит, чтобы он вспомнил. Мгм. Так. И что у него с этим писарем за контракт? А вот он расстилает, как будто бы по земле такой большой-большой лист, и он вот тянется, как будто бы вот по всей Евразии вот этот лист. Мгм. Вот. Он говорит, что мы разделили звезды. Что это обозначает? Разделили звезды. Сейчас посмотрю, он вот так, как будто бы на небо. Вот так, и потом вот так. Сейчас я посмотрю, что это. Он говорит, у нас кордон, и
показывает такие из такого, как будто бы горы такие, но они из кремния сделаны. Они прямо такие энергетические. И он Мгм. говорит, что у нас кордон, Кордон. ну, Это как граница. граница. Мгм. Так. И зачем они разделили звезды? А что такое вообще звезды? Что имеется в виду звезды? Вот он берет эту звезду, которую вот так отодвигает, и вот он ее вот так куда-то вниз на карте, ну, как бы над землей, и я слышу Шри-Ланка, Шри-Ланка, Мгм. но он говорит как-то Шри-Ланка, и я Да. вижу, что там такое божество. Это типа религия, что ли? Мгм. Какое-то странное божество в виде женщины, такое вот это. Сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Он говорит культ насилия. Мгм. Шива, вот оно что. Мгм. Вот. Так. А этот, который ходит там, Зевс, говорит, что вот так он говорит: мы изобрели много религий против ясеня. Вот так Мгм. сказал. Против ясеня. Так. И что И он я раз... вижу, что э, вот действительно вот много каких-то вот эти культы индийские какие-то все. Мгм. Египетские, индуистские, Ну, вот майя. это все, Все да, там. да, да, все там. Это оно все вот так, Мгм. как будто бы южное полушарие. Сейчас я посмотрю, почему он говорит, что отдано им. Говорит, что мы получили в наследство. Мгм. М, Они потихоньку проникали. Я вижу как. Они сначала проникли в человеческий разум, Мгм. постепенно. Это же многие-многие тысячелетия проходили. Они никуда не спешили. Вот. А Мгм. потом они начали вот как будто сгущаться, да, и уже пришли и начали действовать на физике. Вот этот корабль я вижу. Мгм. И вдруг я опять вылетела с этого корабля. Я говорю, что я не хочу там остаться, и вот так себя струшиваю, вот эту, как черную поталь из себя. Мгм. Вот, и вижу, как... это ж я была невидимка там, вот я слышу, невидимка. Я это там все посмотрела, а сейчас я вышла. А это такой угрожающий корабль. Ну, такой похожий, как вот в «Звездных войнах» там рисуют. Мгм. То есть это никакая не фантазия, а это так и все и было. Ну да, это ж на физике одни И структуры, в эфирном плане похожие. да, ну, Мгм. я вот к этому ясеню обращаюсь. Хочет ли он изменить эту ситуацию, чтобы отменить этот договор, этот контракт? И он так глубоко вздыхает, и я вижу, как его это, он вдыхает, как будто бы сердцем, а не носом. Да? Мгм. Он так вдыхает, и вот это из этого мешка так называемого, его эта память возвращается. И Мгм. он говорит, что он осеняет, вот почему ясень, он осеняет, то есть вдохновляет
Только, ясень — это как вдохновитель, да, только божественным способом Мгм. вдохновляет на прогресс, на радость, счастье. Вот, и он вдыхает эту в сердце свою энергию, свою всю эту память. И я вижу, как он ногами вот так этот кордон раздвигает и прогоняет этого слугу, который Писаря. Мгм. этого, да, который приходил к нему. И он историю не рассказывает, то есть он рассказал, он втерся в доверие, ясень рассказал ему какие-то тайны, а те потом использовали для того, чтобы убить эту цивилизацию. И я ему передаю, что он может в эфирном плане вернуть все вспять, отменить все его решения. И я вижу, как он вот встает и вот так просто забирает. Мгм. Вот так вот просто забирает, как будто бы из такой черной чаши, которая представляет южное полушарие, как будто бы из этой чаши вот выбирает всю, он говорит, планетарное сознание. Ну, это же эфирный план, да, правильно? Мгм. Да. Вот. И я вижу, что оно разорвано. Он вот взял и как будто бы шапка такая ледяная, а там изнутри как съедено. Вот почему они людоеды, потому что они съели человеческий разум, который сонастроен с истиной, которая является частью божественной души. И я вижу, я ему передаю, что в эфирном пространстве играет роль только воля, и что он сейчас может все восстановить и отменить все те контракты, по которым э, эти пришельцы даже пришли в наше пространство. Мгм. И я вижу, как он вот так снимает из головы такой черный, такая кружок черный, опять как эта таблеточка, как его, как Да. батарейка такая. Мгм. Это снимает, и он говорит, что отдает в ремонт человеческий разум. Мгм. И понес это как в сектор первотворца, и вышел в такое пространство. Вот я смотрела с этой стороны, как будто бы под потолком, а потом я поднимаюсь выше и вижу, как он выходит уже с этого портала, выходит, и этот человеческий разум несет, говорит, в ремонт. Он говорит, нам нужны новые люди. Хм. Я Что? спрашиваю, какие новые люди нужны? Мгм. А он говорит, чтобы проснулись, и показывает, как как в эфирном пространстве, как будто бы в космосе летают такие ледяные глыбы, лед. Мгм. Он показывает, а, как ударила эта штука, то в атмосферу, она прорвало атмосферу, и в атмосферу вылетели, он говорит, человеческие души. Мгм. Вот, и они начали, они заморозились вот от страха, от вот эта неудача, я слышу. И они вот в этом замороженном состоянии, в состоянии, как считывается, летаргический сон. А, Мгм. как в этом космосе там и застряли. А этот вот космос — это как этот мешок, вот этот карантин. И они там вот так
застряли и не могут, он говорит, расправить крылья. А когда они проснутся, расправят крылья, он показывает как, то вот это сознание, которое искорежено вот там, оно, вот эти крылья человеческие, да, свобода, которую люди получают, и обретает, вот, он говорит, планетарная целостность. И он говорит, визуализация. И показывает, что вернется. Он говорит, твоя телепатия М. раздастся всем. Визуализация, говорит, твоя телепатия, он говорит, раздастся всем. И я спрашиваю, как это моя телепатия? А он показывает, что все люди были телепатами, вообще все. Мгм. И вот этот абьюзер, да, как он ловко его обманул, подловил на рассказывании историй. Это точно мой папа. Я своего папу помню, вот он не жалел истории мне рассказывать. Я так любила, он меня очень любил, я его очень любила, потому что мы как будто бы общались, ну, как родственные души. И он мне про небеса рассказывал. Откуда он это знал? Сказки разные. А мама на него говорила дурак. И вот у меня обида на маму, что она его так ну, унижала. Мгм. А он мне про это все рассказывал. Мгм. И про Так. жар-птицу, и про, ну, очень много-много. Мгм. Ну хорошо, вот эти замороженные души, которые летают там в космосе, давай передадим информацию им, Я на ему помощь. говорю, что это его цивилизация, и что он сейчас пусть отменит этот контракт и передаст этим душам, что они все живые, ничего не было. Пусть он отменяет этот Удар взрыв, от удар. Мгм. Вот, это они получили некое разрешение. Вот оно что. Я ему передаю, пусть он вспомнит и отменит это разрешение. И я вижу, как эти все люди вдруг встают вместе с ним и буквально как бы залатывают это небо, которое вот так разделено, вот это их пространство от этого темного такого вот, как будто бы колючки такие, вот это прям напирает. И они все это залатали. Мгм. И он говорит, что должен прийти еще кто-то. Говорит, придет другой, тот, который говорит с Люцифером. Так, а кто это? Спроси у него. Кто Уже второй должен? раз мне он вот вначале как-то говорил, а теперь опять. Говорит, что придет кто-то другой. Спроси у него, кто это. Пусть он его покажет. Он называет его Михаилом. Говорит, Мгм. Михаил. А кто он сейчас в в Ну, наше я время? его не знаю. Он мне показывает его, что он как будто бы такой какой-то, говорит, ледышка, ну, как будто бы спрессованная такая, но на лед не Мгм. похоже, а вообще похоже, как будто бы он в каком-то пространстве очень сильно втоптан Мгм. на такой какой-то символ похожий, как овальный какой-то. Он говорит, Михаил говорил с Люцифером. И Мгм. он мне говорит, все будет хорошо. И я вижу, как я просто выхожу из тех пространств, а, все мои вот эти энергии возвращаются ко мне, где я там в детстве ходила, смотрела. Я видела просто, я помню, как я видела, как эта вода текла, этот потоп.
Я оттуда выхожу. Я получила ответы на свои вопросы. Мгм. И Так. он говорит, он как будто бы небо держит вот так руками, а все люди помогают ему. И он говорит, что он сдерживает натиск, и ему тяжело, но он говорит, что должен прийти другой, Михаил. Он Мгм. говорит, что он медлит. Так, а что произойдет? Что он должен сделать, Михаил? Он говорит, что он разорвет какие-то путы. Мгм. И вижу, как этот натиск, он такой жесткий, как будто бы корявые такие ветки на это светлое пространство человеческого разума. Оно ослабеет и упадет. Мгм. А почему этот Михаил ждет, медлит? Он говорит, что он занят, что у него работа. Мгм. Так, давай передадим Михаилу информацию, чтобы он вспомнил его миссию, что главное. И я ему передаю, да. Мгм. Вот. И также я передаю, э, ну, я вижу, как закрывается вот этот купол, который вот там светился, вот так снова закрылся. Мгм. И вся земля опять под таким куполом. Только там вот где Сибирь, она более прозрачная, где Якутия. Какое-то Якутия имеет значение. Мгм. Я передаю Якутии. Давай почистим Якутию. Давай. Она ж сейчас самая бедная. Вот я пошла на землю и смотрю, Мгм. такие гнилые доски, болото вонючее везде, и люди такие пьяные. Они забыли, кто они. Я им передаю информацию, чтобы они вспомнили, кто они такие. А ясень смеется и опять так глаза делает. А у моего папы глазки маленькие были. Мгм. А И что он это такой, обозначает, спросил Ясеня. Почему он так делает глаза? а он смеется, да, вот, ну точно мой папа, он такой смешной был. Он Мгм. говорит, что они были другие, и показывает такие большие глаза у них были, такие кудрявые. Мгм. Называет их раса. Мгм. Говорит, раса богов. Хорошо. Давай передадим вместе этим людям, этим душам информацию, освобождение, кто они есть на самом деле. Мы как будто бы с тобой из такого какой-то огромной чаши вылили такую энергию серебристую, и она так искрится, просто вылили на эту территорию. Они должны проснуться. И М. всем давай передадим, всем живым людям. И я вижу, как этот купол просто трещит. Это купол, который называется ересь. В Мгм. информационном пространстве, да, М. энергоинформационном, это вся ложь, которая, это магия, да, это вся Мгм. ложь о нашем мире, о человеке, кто он такой, это все вот считывается как ересь. Это тот мешок, в котором чистое божественное сознание, чистые души человеческие. Мгм. Мы передаем информацию каждой божественной душе, чтобы все освобождались от этого морока. И Мгм. я вижу, как многие люди, вот они освобождаются, да, контракты расторгают, и буквально с их крыльев, как ловушки такие, снимаются, и они подлетают и становятся вот так друг возле друга, и такая
как аура, оно так и звучит, аура, божественная аура, которая начинает растворять этот купол. Также я передаю информацию в светлые божественные пространства. Давай передадим. Передаем пространство, Потому информацию. что оно получается как? Они закрывают вот этой ересью этот купол, закрывает это Мгм. божественное сознание живых душ тут на Земле. И это считывается как территория. Мгм. Вот как чужая территория. Ну, как, например, вы так откусили кусок территории у Грузии, там у а, Молдовы, у Украины, да, и вот эта коллаборационная полоска, это как будто бы Россия, но на самом деле это же не Россия, да? Точно так же и в этом, в большом пространстве. То есть они кусок, вот это человечество, они ухватили, откусили от общего божественного пространства. И оно уже все считается, что люди все коллаборанты, что они хотят служить Люциферу, что они хотят иметь вот это, действовать магическим путем, и все. А во Вселенной все по воле дано. Что, Мгм. что душа выбирает, то и имеет. И нужен вот этот протест против этого обобщения. Мгм. Вот, и тогда Хорошо. вырвутся, да, вот эти светлые, они вырываются. Мы заявляем на светлое пространство, что мы, светлые души, которые находятся здесь на Земле, против паразитической матрицы. Нас здесь много, и мы отвергаем всю эту ересь паразитов. И я вижу, что это выглядит, как будто мы из такого прорвавшегося этого купола стоим вверху, вот эти освободившиеся души, и тянем вот это божественное пространство, эту память, да, Мгм. это эфирное пространство, как нитями тянем вверх. То есть освобождаясь, каждый человек, освобождаясь от этого от ереси, этого люциферианского мира, освобождает и всю Вселенную, нашу планету. И я так думаю, что придет очередь и до нашей Солнечной всей системы. Мгм. Так, хорошо. Давай вернемся к Ясеню. Спроси у него, все ли он его разрешение этим паразитам Но он из... стоит сейчас, и как будто бы эти ледышки из себя вот так... то есть нужно время. Он говорит, что он придет еще. Мгм. Он говорит, что он приходит в себя. Мгм. О, он готовится на воплощение. Мгм. Вот почему он вот так вот во снах меня. То есть я его не видела во снах. Он мне никогда не снится. Мгм. Вот он говорит, что он придет снова. Он говорит, что а, да, да, говорит на меня Доця, как всегда, и говорит, что он придет снова. Говорит, чтобы разрешить все. Мальчиком. Мальчик Мгм. родится. У кого интересно? У кого он хочет родиться? Не говорит. Мгм. Хорошо. Хорошо, передай Ясене, чтобы он отдавал всю карму, все это ложь, обман, последствия Мгм. главным этим вдохновителем. Я, знаешь, что делаю так интересно? Я в этом корабле заметаю следы, то есть стираю все свое присутствие. Наверное, там это опасно. Я Мгм. стерла, вот все как метелочкой посметала.
все мое присутствие убрала. Это привязок, чтобы не было. Это Мгм. я почистила, чтобы я слышу слова, чтобы месть не прилетела. Мгм. Вот, и я всю карму отдаю насильникам. Я чистая божественная душа. Ты тоже очищайся. Я тоже очищаю, заметаю все, что принадлежит мне, забираю, очищаю, все чужеродное выталкиваю, отправляю на аннигиляцию, карму отдаю. Мгм. Хорошо. Хорошо. Очищаем пространство. Мгм. Информацию о этом сеансе распространяем в эфирном пространстве. Да. Мгм. Так, Виктория, что ты еще хочешь сделать? Ну, я уже выхожу. Мгм. Так. Опять, я Так, думаю, будет 3 серия. Так мы и не посмотрели, что это за листья каменные были. ну, 3 серия, хорошо. Мы будем ждать 3 серии. Хорошо, Виктория. Тогда Мгм. отсоединись от всех ситуаций. Мгм. Поднимайся максимально вверх. Да, Проверить твое личное пространство. да, все чисто. Мгм. Наполняйся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно.